Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Говорят, хорошая стильная пара обуви способна спасти даже самый грустный и устаревший образ. Я не уверена на все 100%, что это именно так, но модная качественная обувь уже дает огромный шанс попадания в тренд. Сегодня, друзья, я не буду отвлекать вас слишком долгим вступлением, а сразу перейду к главной теме обзора. Модная обувь весна-лето 2022. И прямо сейчас мы рассмотрим самые топовые модели. Модные демисезонные сапоги и высокие ботфорты. Как ни странно, но этой весной, независимо от погоды, дизайнеры предлагают нам ходить в сапогах, да еще и в высоких. Обязательно выбираем модель по сезону. Максимально легкую и удобную, как, например, в модной линейке под маркой Fenty. Сапоги выше колена можно носить с летящими платьями, короткими юбками и бермудами, а еще вместе с брюками и с такими знакомыми джинсами. Несколько интересных идей было представлено на показе дома моды Живанши, где обувь неожиданно дополнили тонким кружевом. Смело и уверенно играйте на контрасте. Комбинируйте сапоги-ботфорты с легким открытым верхом. Такой вариант очень часто предпочитают поклонницы молодежной уличной моды, которые даже летом носят сапоги на голую ногу под мини-юбки и короткие шорты. Но это уже другая история. Эпоха нулевых в этом сезоне буквально царила на подиуме. В новых коллекциях Blue Marie и Balenciaga кутюрье вновь воскресили сапоги с острым мысом и облегающим голенищем. Да и на совместном показе Versace и Fendi вы также, друзья, заметите еще одно громкое возвращение из прошлого. Сапоги до колена на высоких тонких каблуках и с острым носом дизайнеры предлагают носить с ультрамодными юбками мини и плотными колготками с монограммным принтом, чтобы не только вы, но и все окружающие могли оценить один из главных трендов весны 2022. Да, мода движется по спирали, с каждым новым сезоном все активнее ускоряясь в смене топовых трендов на подиуме. Чтобы угнаться за безграничным аппетитом модной публики, дизайнерам реально приходится раскручивать машину времени, перерабатывая коды прошлого с учетом интересов нового поколения. Поэтому неудивительно, что часть модных образов стала сегодня прямым цитированием коллекций эпохи нулевых. К примеру, в доме моды Dolce & Gabbana даже воскресили сапоги из денима, которые носили все поп-звезды 2000-х, включая, конечно же, Дженнифер Лопес. Затронули многие бренды и непринужденное настроение стиля 80-х, приправленное отчаянной динамикой 90-х. На модном шоу от Изабель Маран были представлены эффектные сапоги в духе вестерн, из мягкой цветной замши, перетянутые крупной бечевкой. Обувь в спортивном стиле. Дизайнеры уверены, она понравится всем, кто больше предпочитает в образе спортивную направленность, удобство, практичность и не лишнюю нынче мобильность. В первую очередь это, конечно же, кроссовки. Самая универсальная и комфортная обувь дополнила модные ансамбли под маркой Brunello Cucinelli, Miu Miu, Lanvin, Bottega Veneta, Tod's, Chloé. Бренды представили как классические, так и футуристичные модели. В копилку модных трендов 2022 я добавлю и спортивные сандалии. Точнее, открытую летнюю обувь с массивной подошвой, застежками-липучками, широкими перепонками из неопрена, а также туфли-босоножки на каблуке в духе спорт-шик. С такими моделями можно смело экспериментировать, комбинировать вещи из разных стилей и даже эпох, создавая сложные многослойные образы. За вдохновением отправимся к брендам Chloé, Hermès, Bottega Veneta. Обувь на платформе. Можно сказать, самый популярный в этом сезоне тренд. Без платформы не обошлась ни одна коллекция. Ну почти. Высокая и не очень, с протектором или без. Порой в самых фантастических решениях. Но настоящий, неоспоримо мощный камбэк – возвращение в тренды модели с платформы под носочной частью. И такую обувь обязательно будут носить, потому что она дает чувство стиля, эффектной подачи себя. Это вам не какие-то уютные домашние тапочки. Лучшие идеи приготовили для своих поклонников бренда Versace, Ermanno Cervino, Lanvin. Модные дома Etro и Sportmax представили на подиуме необычный дизайн платформы подушки. Толстая, словно надутая подошва, на мой взгляд, вариант не самый удобный. Но наверняка понравится всем, кто предпочитает добавить в модный образ оригинальность, новизну и стиль.
А вот для более практичных повседневных нарядов можно подобрать обувь на вполне комфортной, невысокой, аккуратной платформе. Скажем, как в коллекциях Max Mara или Hermes. Туфли-лоферы. Браво! Они вернулись. Впрочем, нет, они никуда и не девались, разве что слегка видоизменились. Теперь лоферы достаточно грубые, с квадратным носом и массивной подошвой. Иногда в чем-то напоминают бабушкины ботинки, но это как раз самый шик. Саба, они же клоги, вошли в моду еще год назад, когда их в своей весенне-летней коллекции представил Hermes. В предстоящем теплом сезоне вы увидите клоги, причем в очень широком ассортименте, еще и у брендов Longchamp, Givenchy, Brunello Cucinelli, Salvatore Ferragamo. Туфли-слингбеки. Остроносые, на небольшом каблучке и с тонким ремешком под пяткой. В новом сезоне вечная классика становится куда более замысловатой и даже провокационной. В моделях от бренда Miu Miu вложили в язычок обуви монетку на удачу. Для ярких вариантов под маркой Prada придумали футуристичный каблук, а на показе Saint-Laurent девушки вышагивали на безумно высоченных шпильках. Гладиаторские сандалии. Эта летняя обувь может быть со шнуровкой, ремешками с акцентным декором или лентами. На подиуме модели носили их с длинными платьями, шортами и мини-юбками. Модные наряды в коллекциях выглядели богемно. Шнуровка добавила особое настроение образу. В общем, не отвлекаемся и берем на заметку столь актуальный тренд. И да, шнуровка не обязательно должна быть до колена. Здесь стоит заметить, не одними гладиаторами мы будем довольствоваться. В новом сезоне бренды приготовили немало и другой самой разнообразной обуви с ремешками и лентами, как, например, туфельки от Dior. Модные балетки. Наши старые, добрые, порой уже изрядно истертые, но такие любимые. Дизайнеры предлагают сегодня на максимально женственные и комфортные модели. В модном доме Chanel обувь решили дополнить тонкой изящной цепочкой. У Tory Burch предложили атласные балетки с контрастной черной лентой-завязкой вокруг щиколотки. Белая обувь. Она то и дело появляется в хайлайтах любого теплого, да и не только сезона. Среди интересных решений я отмечу как так называемые вьетнамки на каблуке под маркой Burberry и эффектные мюли от Donatella Versace. Не меньшую популярность этой весной, и тем более летом, обещают дизайнеры обуви жизнерадостных, позитивных расцветок. Добавить ярких красок в свой гардероб вам поможет модель в малиновом тоне под маркой Armani или сногсшибательные босоножки в цветочек от бренда Lanvin. Необычные дизайнерские решения. К таковым в первую очередь стоит отнести причудливые формы каблука. Лидером в этом вопросе оказался дом моды Loewe, где дизайнер дополнил мюли и босоножки каблуками в форме разбитого яйца, свечи к дню рождения или роскошной розы. Интересным я назову и вроде бы всем знакомый тандем сандалии плюс носочки. Кто там сказал, что это моветон? В компании Hermes доказали совершенно обратное, предложив босоножки на ремешках в союзе с кожаными носками, которые станут прекрасной альтернативой легким ботинкам. Вот такая она, модная обувь весна-лето 2022. Тренды сезона я бы сравнила с нашим женским характером и переменчивым, довольно часто непостоянным настроением, а значит, абсолютно не скучным. Спасибо, друзья, что смотрите мои видео. Не забывайте ставить лайк и делитесь своими мыслями в комментариях. Для меня очень важна ваша поддержка. Всем удачи, хорошего дня, красоты и совершенства. И обязательно яркого, солнечного настроения.